Друзья, всем привет! Сегодня я предлагаю вам приготовить очень легкий, но безумно вкусный десерт. И легкий он не только в плане приготовления, но и в плане вообще восприятия. Я очень люблю этот десерт готовить, допустим, на Новый год или на такой праздник, где очень много соленых блюд, и на сладкое, как правило, не остается уже ни места в желудке, ни сил, ни желания, а вот легкая такая груша в красном вине с кремом из рикотты, она прекрасно заходит, подходит и всем нравится. Ну что, заинтересовала я вас? Тогда давайте начинать. Для приготовления груши в красном вине нам понадобится 8 груш, это около 1 килограмма. Я использую грушу конференция. 700 мл вина красного полусладкого, 150 граммов сахара, 3 звездочки бадьяна и цедра 1 апельсина. Очищаем грушу от кожуры. Я воспользуюсь овощечисткой, чтобы красивый край был. Последняя грушка очищена. Лучше использовать такие твердые груши, чтобы они не разлезлись. А куда они разлезутся? Не разлезутся. Но, как показывает практика, лучше использовать твердые груши. Вы можете оставить грушу и вот такую целенькую. Мне больше нравится варить именно половинки. Варить в вине половиночки. Так, очищаем и достаем. Это у меня такой девайс нуазетка. Достаем нуазеткой серединку. Берем кастрюльку, укладываем в нее грушу. Так. Стараемся делать это так экономично. Экономим место в кастрюльке, чтобы вино достаточно было нам 0,7 вина. Теперь заливаем все это вином. Добавляем бадьян, у меня здесь 3 красивые звездочки, и цедру апельсина, но цедру вот так овощечисткой, как для глинтвейна. Можно еще добавить корицу или гвоздику, но мне, в принципе, апельсина и бадьяна достаточно. Так, теперь сахар. Оп. Ставим кастрюлю с грушей на плиту на минут 30-35, средний огонь. Готовность буду проверять зубочисткой. Груша мягенькая, хорошо пропиталась вином. Выключаем. Я проварила грушу около 40 минут. Если у меня груша изначально очень мягкая, то я варю ее буквально 20, максимум 25 минут. В данном случае груша у меня была жесткая, твердая, поэтому варила я ее около 40 минут. Выключаю плиту и оставляю грушу вот так в винном сиропе на ночь. Пусть груша хорошо пропитается. Груша простояла ночь в сиропе, хорошенько пропиталась. Теперь ее достаем, перекладываем в миску. Так, красота, ароматная, красивая, вкусная груша. Эти хвостики, я предпочитаю их оставлять.
Грушу пока убираем в сторону, а получившийся сироп необходимо уварить. Я увариваю на слабом огне еще приблизительно 15-20 минут до плотной густой консистенции. Друзья, итак, сироп у меня прокипел, наверное, минут 15, он уже остыл. Сейчас покажу вам консистенцию. Это будет наш такой винный соус груши. Сироп должен остыть, груша тоже, а пока они остывают, приготовлю крем с рикоттой. Для приготовления крема с рикоттой нам понадобится 250 граммов рикотты и 20 граммов сахарной пудры. Крем с рикоттой очень прост в приготовлении. Берем рикотту, добавляем сахарную пудру и перемешиваем все венчиком до однородной гладкой консистенции. Можно взять комбайн, но я предпочитаю делать это вручную. Немножечко так сейчас разомнем, а потом взобьем. Крем прекрасно держит форму, он нежный, воздушный. Можем собирать и подавать десерт. Возьму глубокую, красивую тарелку, выложу груши, сверху полью соусом уваренным нашим и крем с рикоттой. Инь-янь, да? Можно ложечками сделать вот так, двумя ложечками, такую красивую канельку. Она будет чуть аккуратнее. Оп. Теперь выкладываю кружку. Оп. Набираем крем и вот так оп, формируем. Пока не увидим красивый. О, отлично. Вот такой теплый, красивый и, наверное, слово уютный десерт у нас получился с ароматом бадьяна и апельсина. Обязательно приготовьте. А мне нечего добавить, просто нужно срочно съесть его. Так, я очень люблю эту грушу. Очень-очень. Кусочек груши. Она полностью пропиталась вином. Груша, наш крем. Наташа, держись. Кстати, такая груша, ее можно заранее приготовить. Соус может стоять отдельно в баночке в холодильнике. Груша можно убрать ее в контейнер, обернуть пищевой пленочкой, герметично запаковать, убрать в холодильник и, скажем, 3-5 дней абсолютно безболезненно ваша груша может пролежать в холодильнике. Даже если она слегка заветрится, соус, блестящий соус, вернет ей красивый внешний вид. Друзья, а больше рецептов вы найдете на моем YouTube-канале, в моих книгах, на моих мастер-классах и на моем сайте. Подписывайтесь, комментируйте и давайте готовить вместе.